Всем привет! Осень – это пора квасить капусту. Сегодня я поделюсь с вами своими двумя самыми любимыми и самыми простыми способами заквасить капусту. А вы в комментариях напишите, какой способ вам понравился больше. Первым делом нам, конечно же, нужно нашинковать капусту. Мой вилок примерно 2,5 килограмма. Для удобства я его разрезаю сначала пополам, потом еще раз пополам. В каждой четвертинке вырезаю кочерышку. Шинковать можете как хотите, как удобно и чем вам удобно. Можете воспользоваться специальной теркой, можете использовать кухонный комбайн. Я делаю это ножом. Стараюсь капусту шинковать как можно тоньше. Еще нам понадобится морковь весом примерно 200 граммов. Ее я натираю на корейской терке. Можете ее порезать просто ножом или натереть на обычную терку. Для квашения капусты первым способом нам понадобится 1 килограмм капусты, 100 граммов моркови. Засыпаю все это 1 столовой ложкой с небольшой горкой соли, это примерно 20 граммов. Хорошо все перемешиваю руками. Буквально через 1-2 минуты капуста пустит сок. Посмотрите, мои руки уже влажные. Продолжаю вымешивать еще пару минут. Далее добавляю 8-10 горошин черного перца и 1 лавровый листик. Хорошо все перемешиваем. Больше ничего не добавляю. Потом раскладываю капусту по банкам. Когда будете укладывать капусту, старайтесь сделать это очень плотно. Прям прижимайте хорошо капусту рукой. Уже в банке вы увидите, что она пустила сок. Далее сока будет больше. Ставлю банку с капустой на блюдце. 2 раза в день прокалываю шпажкой утром и вечером. Сок, который вытек из банки, не выливаю. Прижимаю немного капусту, чтобы она присела. И заливаю сок обратно. Квасится капуста таким способом 3 дня при комнатной температуре. К вечеру 3-го дня ее уже можно кушать. А хранится она под пластиковой крышкой в прохладном месте. У меня она стоит в холодильнике. Для второго способа также понадобится 1 килограмм капусты. Добавляю 100 граммов моркови. Сразу же добавляю 10 горошин черного перца и 1 лавровый листик. Хорошо все перемешиваю. Капусту не мну. Укладываю смесь в банку. Как обычно, укладываю очень плотно. Кстати, в банку объемом 1 литр помещается примерно 1 килограмм капусты. Вот так плотно я уложила всю свою капусту. Далее готовим рассол. Для этого берем 1 литр кипяченой, охлажденной до комнатной температуры воды. Добавляем в воду 2 столовые ложки без горки соли.
и 1 столовую ложку с горкой сахара. Размешиваем все до растворения соли и сахара в воде. Получившимся раствором заливаем капусту. Квасится капуста по этому рецепту также 3 дня при комнатной температуре. Для удобства ставлю банку на блюдце. Два раза в день протыкаю шпажками до самого дна, чтобы лишний воздух вышел и наша капуста не горчила. А лишнюю воду, которая вытекла из банки в блюдце, не выливаю, а прижимаю снова капусту и заливаю воду обратно. Хранится квашеная таким способом капуста под пластиковой крышкой в холодильнике, в погребе или любом другом прохладном месте. Теперь давайте попробуем то, что у нас получилось. Небольшую луковицу нарезаю перьями. В миске смешиваю капусту. Добавляю к ней лук и поливаю небольшим количеством растительного масла. Хорошо все перемешиваю. Посмотрите, какая вкуснотища у нас получилась. А если добавить зелени, будет еще вкуснее. Капуста, приготовленная этими 2 способами, невероятно хрустящая, вкусная, белоснежная. И хранится она достаточно долго. Но я много не квашу. Всего-то нужно 3 дня и буквально 10 минут работы. Надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк, чтобы не потерять его, и оно добавилось в понравившиеся. А также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. У меня впереди еще много интересных рецептов.